24 марта 1973 года в Бундеслиге произошло историческое событие. На поле впервые вышел клуб с логотипом титульного спонсора на груди. Это был Брауншвейгский Айнтрахт, в матче против Шальке сыгравший с лого Ягермейстера. Босс алкогольной фирмы 5 месяцев судился с лигой за право отобразить бэдж своей компании на форме, но ассоциация была непреклонна. На майках не должно быть ничего, кроме герба клуба. И тут хитрому бизнесмену пришла в голову идея сделать логотип Ягермейстера гербом Айнтрахта. И прокатило. Классический лев превратился в оленя. Клуб за это получил 100 тысяч марок, по нынешнему курсу около 50 тысяч евро. Правда, вот надпись названия напитка лига все равно не пропустила. И тогда всерьез разрабатывалась идея переименовать команду в Ягермейстер Брауншвейг. Но не сложилось. Исторический логотип клуба, кстати, вернулся на форму только в 1987 году. Айнтрахт тогда произвел революцию. Уже через год лига разрешила размещать логотипы спонсоров, и 5 команд сразу этим воспользовались. А какие еще майки немецких клубов мы не забудем никогда. Это топ-5 лучших форм в истории Бундеслиги. Попробуем вспомнить. Пятое место отдаем форме Мюнхен-Гладбахской Боруссии разных лет. Вообще клуб всегда старается выделяться, иногда получается не очень, но почти никогда джерси Гладбаха не оставляют никого равнодушными, как в этом году. А вот в далеком 76-м клуб подписал контракт с Пумой, и форма приобрела дико современный по тем временам вид. Самое необычное, что логотип команды находился в нетрадиционном для этого месте. Также отмечу минималистичную черную гостевую джерси Боруссии 97-98. Клубные цвета отражены только на манжетах рукавов. Но самое необычное, Рибок в тот год экипировал только полевых футболистов. У вратаря был свитер от Ульспорт. Что странно, в сезонах до и после этого вратари выступали в кипе от английского бренда. Причем посмотрите, какая она была крутая. С чем связан подобный ход, непонятно. Если только у киперов в то время были какие-то личные контракты, но вряд ли. И еще можно вспомнить очень яркую джерси Боруссии в сезоне 94-95 от Asics. Ну, в общем, ребята любят экспериментировать, ничего не скажешь. Четвертая форма Вердера сезона 2003-2004. Она наверняка запомнилась всем, кто в то время следил за европейским футболом. Во-первых, благодаря дизайну. Сочетание оранжевого и зеленого смотрится круто и необычно. Во-вторых, благодаря приталенному крою, который почти всегда бренд Капа использует в своих комплектах. Он придал форме вид, опережающий время. Тогда большинство маек были мешковатыми. Ну и в-третьих, эта форма вошла в историю, так как Вердер в сезоне 3-4 сделал золотой дубль, и в целом та команда была дико зрелищной и забивной. В чемпионате бременцы обошли Баварию на 6 очков, а форвард Айлтон 28 голами просто разорвал Бундеслигу. Клуб был в то время по-настоящему грозным и перспективным. Неспроста уже на тот момент звездный Мирослав Клозе выбрал именно чемпионский Вердер в качестве будущей команды. Правда, закрепиться в статусе топ-клуба у бременцев не вышло. Тем не менее, форма все равно запомнилась. Третье место, и тут сразу две формы Баварии. Джерси сезона 92-93 смотрится очень круто. Глядя на нее, сразу ощущаешь время, в которое она была выпущена. Именно в начале 90-х Адик не боялся экспериментировать с 3 узкими полосками и мог производить кипу без них. В этой майке узор на правом плече и есть тот самый фирменный автограф бренда. Согласитесь, смотрится круче поднадоевших нынешних полос на рукавах. Особенно хорошо майка выглядела в сочетании с шортами, на которых этот узор повторялся с противоположной стороны. В похожем стиле был выполнен гостевой комплект сезона 95-96, только в очень ярком сочетании. Основа вообще была желтая, как у извечных врагов из Дортмунда, которые сами в конце 80-х бывало играли в красной форме. Какой-то когнитивный диссонанс. Второй крутой формой Баварии является комплект, который использовался сразу в 2 сезонах, с 97 по 99 годы. Самое необычное в нем — основной синий цвет. На майке выделялись 3 горизонтальные полосы, 2 очень тонких и 1 по центру широкая. Она заходила даже на рукава. Ну а спонсор Opel до сих пор ассоциируется с мюнхенцами. Тогда еще у клуба был еврокубковый комплект в сером цвете, который тогда очень запомнился. В нем немцы играли в знаменитом финале Лиги чемпионов против МЮ. Да даже у меня была такая майка. Правда, и в сезоне 92-93, и в сезоне 97-98 Бавария не смогла выиграть чемпионат, а в 99 году проиграла тот самый финал ЛЧ. В общем, классная форма не всегда фартовая. Вторые крутые юбилейные комплекты. Клубы часто отмечают памятные даты особенными формами.
В основном они выпускаются на несколько игр и очень ограниченным тиражом. Такие джерси, как правило, не испорчены рекламными баннерами. Та же Бавария в честь 120-летия в этом году сделала топовый комплект. Логотипа в монохромном стиле, а надпись титульного спонсора стала очень маленькой и переместилась в левую часть. В этой форме Мюнхен сыграл против Аугсбурга в марте перед перерывом на карантин и выиграл 2-0. В конце 19-го Боруссия из Дортмунда отмечала 110-летний юбилей, и Puma для клуба выпустила чисто черный комплект. Интернет-магазин шмелей в тот день упал. Джерси разлетелись в считанные часы. В этой форме команда выиграла у Фортуны 5-0. Сама Фортуна очень любит разнообразие комплектов. Например, только в этом сезоне она умудрилась выпустить сразу 6 разных форм. Это рекорд Бундеслиги. Их любовь к смене комплектов выливается в крутые юбилейные джерси. Круче всего получилось в сезоне 18-19, когда совместно с брендом Ультспорт клуб выпустил специальную форму в честь 100-летнего юбилея легендарного вратаря команды Тони Турека. И изюминкой комплекта был ворот со шнурками и портрет кипера внутри. Вердер вместе с Умбро выпустили джерси в честь 120-летия из кусочков, а у Штутгарта выходили крутые комплекты в 17 и 19 годах. Черный камуфляжный вариант выпустили в количестве 3786 экземпляров. Это вдвое больше, чем год основания клуба. А вот эта белая джерси посвящена 125-летнему юбилею Штутгарта. Ну и первое место – кислотные формы дортмундской Боруссии начала-середины 90-х. Тогда шмели отказались от сотрудничества с местным Адиком, который был одним из лидеров на рынке, как и сейчас, и подписали контракт с Nike, которые в футболе тогда вообще были практически ноунеймами. Довольно странное решение. А американский экипировщик сходу стал экспериментировать с дизайном. Первым делом обновил основной цвет. Вместо тусклого желтого он стал ярким, очень близким к салатовому. Также начались эксперименты с дизайном рукавов. Каждый раз бренд умудрялся придумывать что-то новое и необычное. Самым крутым комплектом можно назвать вариант сезона 94-95. Узор на плечах придавал ему нереально крутой вид. Тот рисунок напоминал то ли текстуру крыльев хищной птицы, то ли языки пламени. Не менее круто смотрелся запасной вариант, который был белым. Ну и титульный спонсор Continental с большой буквы C, конечно, очень врезался в память. Потом его сменил лого компании S. Oliver. Сейчас мода 90-х возвращается, и Nike недавно выпустил ремейк джерси 94 года. Правда, уже без символики клуба. Боруссия сейчас сотрудничает с Пумой. И надо сказать, новые модели футболок смотрятся не менее круто, чем оригинальные. В общем, теперь понятно, что в том числе благодаря смелым решениям Nike 90-е запомнились немного сумасшедшими комплектами, а американская компания быстро завоевала рынок. Друзья, у нас сегодня ровно 5 комплектов, так что вот тут сверху проголосуйте и давайте с вами вместе выберем лучшую форму в истории Бундеслиги. Только не надо кликать на клуб, за который вы болеете, голосуйте именно за лучшие комплекты. Не стали сегодня делать топ-7, потому что очень долго спорили и вместе выбрали именно первую пятерку лучших форм. Хотя мне, например, запомнились еще вот эти комплекты Гамбурга, а Юрий джерси Шальке 92 года. Ну, пишите в комментариях, про какую форму мы забыли сказать. И, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, смотрите прошлые наши ролики и заходите ко мне в Инстаграм. Саня Журавлев, Мяч Лаб. Пока.